это вот всегда в сердце, вот это все. Хардкор какой-то, вот этот вот реализм. Потому что для меня игры, шутеры были всегда воплощением, так сказать, себя. Максимум иммерсии ты можешь получить, когда ты от первого лица ходишь, ты прям ощущаешь себя этим персонажем, ты переживаешь его боль. И поэтому для меня шутер от первого лица это был конкретный и четкий шаг к направлению в сторону реализма и хардкора, и там суперреализма. Поэтому мне шутеры всегда нравились. И когда появились всякие игры типа более-менее там какие-то военно-тактические симуляторы, такие Operation Flashpoint, там такие армы, Сталкер. Ну, Сталкер это не тактический симулятор, но там, по крайней мере, было вот это вот ощущение, там реализма и иммерсия достигалось открытым миром, или там псевдооткрытым миром. Это было круто. Потом DayZ еще был в какое-то время, мод сначала. Все это, оно создавало такие предпосылки для того, что хочется сделать то, что я буду кайфовать играть, и мне подобные чуваки, любители такого, будут кайфовать играть. Собственно, так и возникла идея сделать серьезный проект, суперреалистичный, синглплеерный проект, целый мир, в котором не будет никакой фантастики явной, в котором будет все основано на том, что мы сейчас имеем, там, развивая там немного в недалекое будущее. Так как мне всегда нравились плохие концовки в фильмах, постапокалипсис и прочий тлен, я вот это все дело завязал на то, что все будет плохо, но типа человечество пытается трепыхаться и как-то спасти этот мир. И вот была сделана основа сюжета, и все стало это развиваться. Ну и, соответственно, так как я всегда хотел... Я тогда еще не делал игры, но хотелось их делать. И поэтому я думал, что, я вот сейчас не то, что накоплю денег, нет, я типа сейчас сделаю типа демку. Я помню, так как мне нравился Crysis, я первый, наверное, редактор серьезный, который начал осваивать это CryEngine. И я пытался что-то сделать на нем, и было круто, интересно. И передавало весь стилек, вот, который хотелось. И поэтому возникла идея, что мы сейчас опишем этот весь мир, мы запилим демку, найдем инвестора, найдем всего лишь $2,5 миллиона. Вот. Ну и, соответственно, все, и начали это все делать. Показывали инвесторам, это было смешно вообще. Ну, в смысле смешно. Это было не смешно, это было грустно. Им. Нет, не им. Это в целом было грустно, как ситуация. И я в какой-то момент понял то, что ну и ладно, будем делать что-то другое. Точнее, не что-то другое, а в рамках этой вселенной начали развивать концепцию, что можно сделать быстрый шутер какой-то. А как раз тогда было Unity с технологией браузерной игры. Мы поняли, что это наш шанс сделать что-то прикольное. Ну и тогда родился Contract Wars, который уже был в рамках вселенной Rush 2028, но как предыстория. Меня зовут Александр, но все называют меня Киба, анимейшн директор. Но по факту я предпочитаю называть себя командир аниматоров. Ну, изначально-то идея вся была вообще зайти в геймдев как бы сразу с большим крупным проектом, нарративно, синглплеерно, RPG-шутерной частью. Но денежек на это не было, связей на это не было, был только талант и способности, и все. Поэтому пришлось сначала Никите Васильевичу другими проектами заняться. Возможно, когда-нибудь, я надеюсь, мы к этому еще вернемся. Contract Wars вообще дал нам все, что мы имеем, по факту. Первое, что он нам дал, конечно же, это деньги. Так как нам не дали ничего никто, мы решили, что мы за 3 месяца заклепаем быстро Contract Wars и заработаем на нем денег на синглплеерный проект. Я тогда уже знал, что это на самом деле чепуха, вот, потому что невозможно это было сделать. Но, тем не менее, как бы всегда вот это прослеживается в нашей разработке спустя 10 лет, а в общей сложности 15 лет. Когда риск просчитан, нет вот этого ощущения сбывшихся мечт и магии какой-то. Поэтому очень часто мы, и в том числе и я, принимаем различные решения, которые имеют риск, возможно, даже неоправданный и непредсказуемый. Поэтому Contract Wars мы делали с таким же подходом. Мы вообще нахрен не знали, что мы делаем. Никакого опыта. Ни в 3D-разработке, ни в чем. До этого я делал тактическую пошаговую стратегию отжать мобилу, она же «Уличные войны 3». Ну и все, мы начали это делать, игра не приносила денег вообще. То есть я, по сути дела, я жил, я оплачивал даже частично зарплаты пацанов своими накоплениями предыдущей работы. Вот. Денег было очень мало. Вот. Очень мало. Ну, так получилось. Когда меня позвали в компанию, я спросил, а чем я там буду заниматься? Он сказал, научим чему-нибудь. Я пришел и начал моделить пушки. Собственно, моя первая пушка была Спас-12, потом Кольт Питон, ППШ. В общем, штуки 4 я успел сделать.
А на тот момент не было аниматоров в компании, все анимации делались на аутсорсе. Вот. А так как я пушки к тому времени уже и так очень сильно любил, мне сказали, попробуй анимации, я попробовал. И вот теперь мы здесь. Если ты знаешь, что делать с пушкой, и ты как бы освоил софт, то анимация — это только чувство, вот, как оно должно быть. Плюс баланс. КВ релизнулся спустя там полгода, как я пришел, и потом мы только контент делали. Анимации. Лучшее время было. Не, анимация — это там отстой, если смотреть сейчас. Но если смотреть с точки зрения того времени, вообще в целом, в сетевых шутанах, и тем более браузерных, как бы мое почтение. Все было сделано отлично, но сейчас, я просто сейчас периодически играю в КВ. Он жив до сих пор. Народ играет. Мне когда нужно куда-то как-то отвлечься, я ночью запускаю и играю. Ну и вот, и все. И там мы начали развивать идеи, тестировать идеи. Не то, чтобы какие-то новые идеи. Ничего мы нового не тестировали. На самом деле использовали такие достаточно понятные эти паттерны, темплейты разработки подобных игр. Просто вот возникала идея, как это сделать, мы ее делали. А оказалось, что именно так и делают. Или так не делают. Ну, то есть это был чисто такой экспромт, чистой воды. Опыт, он не использовался. Вообще. Мной он использовался. Ну, наверное, это самое главное. Мной он использовался. Потому что EFT абсолютно другой проект. Команда была человек 25-30 уже. Я тогда жил в этой квартире, я помню. То есть я там спал, просыпался, работал, так вот. Вот я вот в этом цикле жил, но я параллельно еще тогда и поигрывал в игры. Я тогда играл в DayZ, и я тогда играл в EVE Online. Прям плотно. И у меня возникла такая мысль о том, что, блин, тут уже вовсю делают игры нахрен, которые вот я хочу делать. Выживач, какие-то пушки, что-то там носится по лесу, круто. Вот это ощущение вот этого выживача и ощущение синглплеера. И я реально помню отчетливо эту мысль о том, что надо уже начинать что-то делать. Надо какой-то замутить survival мод для Contract Wars. Мы тогда делали завод для Contract Wars. Быстрая десматч-карта. Это планировалось как десматч на заводе. У меня возникла мысль о том, что раз у нас есть новая локация, давайте сделаем как. У нас, в принципе, есть всякие гаджеты в Contract Wars. Сонар, Mortar Strike, пушки, аптечку можно придумать. Давайте раскидаем эти предметы по локации вместе с пушками и с патронами. Потом в них есть таймер обратный, и их задача потом по рандомно открывшемуся выходу выйти. Кто вышел, тот и молодец. Соответственно, никто не знает, кто на карте. Вот. Все. Мы возьмем карту завод, ЧВКшники грузятся на завод, и у них нету нифига. То есть ты можешь загрузиться там условно с пестиком, у кого-то там будет 3 патрона, у кого-то 7 патронов, кто-то может быть там, короче, энный рандом. И ты должен все добро добыть на этом заводе, снарядиться, всех вынести и выйти с локации. Вот такой вот режим. Ну и, собственно, мы изначально и делали его как режим. Но просто там все как снежный ком настолько начало наваливаться. Появлялись новые фичи, в Unity новые технологии появлялись. Ну и там одно на другое наложилось. Во-первых, Unity перестал поддерживаться браузерами, а во-вторых, сам проект разросся, мясом настолько, что он, не влезет ни в какой браузер. То есть это пришлись бы очень долгие подгрузки, и т.д. и т.п. И на картохе бы не запускалось бы, о чем мы все прекрасно знаем. Ну, то есть, нет, там эволюция прямо началась прям как в фильме «Эволюция». То есть это был совсем, режимчик, а выросло все прям вообще в непредсказуемое нечто. Да, и, собственно, Мимас, этот завод готов на 90%, потому что завод в своем вообще, в самом первом виде, это была же карта для КВ. Да, она была чуть получше качества, но все еще была карта для КВ, и потом его все еще улучшали. Найти бы билд тот самый первый. Говорю, давайте сделаем прототип, это будет такой survival мод, типа выживач. Кровотечение добавим, еще какую-нибудь фигню, чтобы это было, типа другой геймплей. И на базе Contract Wars пусть делают. Но ко мне подошли, чуваки, 2 ведущих программиста, и сказали, мы что-то, не хотим это делать на Contract Wars, мы хотим это сделать совершенно по-новому вообще. То есть прототип сделать вообще отдельно, как отдельный проект. И где-то через недели 1,5-2 они вот его представили. На карте завод. Цвет на ней сделал, там текстуры, господи, я помню, прям долго ее делал. Вселенная нам помогала тогда, конечно, потому что мы сделали достаточно быстро. Просто очень быстро потом начало все обрастаться, вся концепция сюжетом. Стали клепать предметы, стали клепать пушки. Очень быстро. И очень много народу переключилось на эту тему. Во-первых, диздок я там написал буквально за неделю-полторы, базовый. Там был практически весь функционал описан.
Я очень быстро написал его. И все. Потом был составлен список, там, помню, на первую итерацию, на вторую. У меня до сих пор все эти списки есть. И потихонечку начали все это выполнять, заполнять. Карты были продуманы, на самом деле, все уже, ну, в смысле, названия были уже продуманы примерно, какие они будут. У нас как такового, у нас был только, ну, мяско диздок. А все остальное, а давайте так попробуем. А будет классно, если мы сможем менять положение тела в пространстве. Ну, давайте сделаем. Бац, фича. А пусть у нас будет не одна неполадка, а 4. Ну, типа, случается в жизни, случается не в одной. Мы не думали, что как это выглядит в других играх. Мы просто делали и все.